Всем привет! Еду сейчас с одной работы на другую. Отработали сейчас до 5. И знакомому нужно помочь сложить перегородки и труба, кирпичная труба. И подъехал я с задней стороны дома. Машину вот тут оставил на поле. Взял инструмент. И вот он, дом из газосиликатного блока. Дом с гаражом. И нужно будет вот здесь сложить перегородки. Сегодня привезли газосиликатный блок, воронежский блок и рядовой кирпич. Тоже его привезли с Воронежа. Кирпич нужен, чтобы класть трубу, а блок для перегородок. Дом перекрыт крышей уже, но не хватает вот трубы. Тут такое крылечко сделано. Толщина стен из газосиликатного блока, толщина стен на 300 миллиметров. Гараж тоже 300 миллиметров толщина стен. Ну и рядом тоже вот строится там сосед. Улица потихоньку застраивается, постепенно строятся соседи. И заказчик сейчас будет мне сам мешать раствор, сам будет мешать клей. Уже он начал таскать кирпич вот здесь с улицы. И покажу вам, как внутри уже вот подготовил цемент, бетономешалка. Сейчас мы вытащим. Нужно будет замешать нам раствор, пройти газосиликатные блоки. И внутри еще не проведено электричество, поэтому поработаю часиков до 8, несколько часов. Вот в этом месте будет труба. Вот уже разметил стену, прочертил просто мастерком по стене. Взяли размер от той стены, вынесли. И чтобы труба проходила мимо поперечной лаги, вот этой поперечной балки. И нужно будет потом снимать, крышу разобрать, снять железо, и будем уже прокладывать трубу выше. Ну, в общем, все увидите сами. Так, все разметили. Начал ложить. Первый блок будет вот так стоя. И здесь дверной проем будет. Оставляем 90 под дверь. Вот здесь я разметил, будет вот такая труба, 3 канала, то есть разложил на сухой кирпич, чтобы увидеть. И первый ряд блоков сейчас кладу на раствор. Шнурка у меня просто как направление. По высоте она лежит. Я не зачаливал наряд. Если зачалить, то будет вот так. Сейчас просто иду вот так по уровню. Все, еле осадил блок. Выравниваем так. И в этом положении тоже выравниваем поплывок. Смотрим, что по уровню. Все, положил пиленный блок, также выровнял. И дальше уже кладем на клей. И вот так быстро настилаю клей. И дальше гребеночкой. Вот так на края. И кладем блок.
Толщина стены у нас тут на 300, блок 300, 200, 600. Уровнем дверной проем подровняли и лицо. Все. Я сразу мажу здесь на боковушку. Можно другой блок намазать, который буду класть. Можно этот намазать. Все готово. И третий блок у меня пилится. 38. И вот этот будет размер. Их можно пилить сразу много штук. Кладу блок. И вот так рулеткой беру размер 38. И вот так веду. Остается черта. По ней буду пилить. И с трех сторон. С трех сторон прочертил 38. Здесь ножовкой надпиливаю сначала. Надпилил. И теперь поворачиваю и пилю по этой черте. И ножовка уже не будет уходить в бок, потому что я здесь пропилил, будет идти уже по этой полосе. Все отпилено. Так, теперь стелю клей, намазываю сюда на торец. Главное отсюда с уголка убирать. И положу пиленным швом в эту сторону к трубе, а заводским швом сюда. Хотя здесь внутренняя перегородка особо не важна, но все равно. И все, погнали дальше. Вот так все ряды. И, кстати, давайте сейчас я вам покажу. Вот он, воронежский блок. Раньше был хороший блок. Смотрите, какой сейчас привезли. Просто я разочаровался. Вот такие здесь бугры. То есть класть его под клей, и в принципе он ровный. Но сейчас я еще попробую. Но раньше он как-то ровнее был. Вот смотрите, как его сделали. Проложил тут стеночку быстренько. И вот здесь привязываемся к этой перегородке. Вот так ставим стоя. Арматурку напилили. Заказчик сам. И вот так под углом 45 градусов
забиваю в эту стену. И вторую. И все. Вот так штыри зашли. И стена никуда теперь не денется. Можно вот так по ней. Вот бью, она все уже приклеилась. И также там забивали на первом блоке. Ну и еще забьем потом выше. Работаем дальше. Уже подняли вот эту стену повыше. Поставили леса. Вот так леса сделал из поддона заказчик, пока я там клал. Вот такая стеночка получается. То есть пока нигде ничего не прыгнуло, теркой я ничего не затирал. И смотрите, как мы делаем. Здесь будут вытяжки, будет труба. Начали из кирпича делать вот с самого низа, потому что труба будет потом почти до конька доходить. Это вот от пола она будет почти 7 метров, вот, минимум 6 метров. То есть можно было сделать эту стену полностью из газосиликатного блока и поставить на нее трубу, как многие делают. Но так, по идее, нельзя, потому что будет нагрузка, вот этот кирпич будет весить, то есть несколько тонн на газосиликатный блок. Поэтому делаем вот снизу, чтобы не было потом трещинок на стене. И смотрите, так как блок у нас на 300 миллиметров, делаю трубу таким образом. Вот здесь идет ложок в кирпич. И кладем еще вот так ребро. И через каждые 3 ряда вот ребром мы делаем перевязку то в одну сторону, то в другую. То есть сначала вот здесь шли ложки у нас внизу, а с той стороны вот это на ребро шел кирпич. И потом наоборот с этой стороны пошло на ребро, а там уже ребро перевязалось. Так, сейчас тут плохо видно, не покажу. В общем, таким образом. И получается вот эта кладка заходит вот здесь, почти на сантиметр, где-то около сантиметра вот заходит. Будет штукатурка, придется на эту стену чуть-чуть побольше штукатурки потом. Ну а так вот, если делать, например, вот эту трубу, где вентканалы, класть в 1,5 кирпича, то стена получается на 38, а эта стена у нас на 30, то получится вот здесь угол 8 сантиметров. То есть, это будет некрасиво получается. Здесь вот кухня будет, на кухне этот угол как бы не нужен. И с той стороны он тоже не нужен, там в санузле. Поэтому сейчас пока кладем вот так, а выше уже сделаем нормальную трубу, когда откроем вентканалы и ее расширим, сделаем в 1,5 кирпича. И смотрите, ребят, вот тут строится дом из газосиликатного блока рядом. И сейчас вам покажу вот такие армянские леса. Смотрите, на какую высоту они выставлены. Это вот 2-й этаж, фронтоны. Вот этот мансардный этаж. И вот так доски там подпирают вот эту площадку. Здесь вот усилено. И самое главное, вот эти колышки, надо смотреть, их хорошо забивать, чтобы они не ушли. Потому что один раз мы тоже сделали армянские леса и нагрузили слишком много на леса, перегрузили их. И леса у нас чуть не ушли, потому что вот эти колышки вырвало, подпорки. Главное, вот эти подпорки делать очень хорошо нужно.
Итак, кладем сейчас трубу, открыли вент-каналы. Сейчас я вам покажу, как тут у нас все происходит. В общем, да, балки вот 23 сантиметра, а канал у нас, в общем, 30 сантиметров, не доходя до этой балки. Здесь вот еще подошьется потолок и подвесной потолок сантиметров 7, 5-7 будет. Получится вот до потолка, не доходя 12 сантиметров где-то. Открываются каналы. Всего здесь 3 канала будет. Это газовый котел. Вот этот канал. Здесь внизу мы оставили чистку. Вот так вот это все будет. Потом еще здесь нужно будет проложить вот так. Вот она чистка с этой стороны. А канал открылся туда, на кухню. Вот здесь будет идти канал. Второй канал — это ванна-туалет, открывается в эту сторону, сюда вот к нам. И третий канал — это вот также на кухню, в ту сторону он открылся. Это будет вот вентиляция на кухне. Поэтому вот так 3 канала. Сейчас тут еще надо будет проложить вот так все. Вот здесь еще канал нам открыть. Сюда ванна-туалет. Как-то нужно будет сейчас облагородить все это. Вот такие у нас тут леса. И покажу сейчас. Вот так мы перекрыли дверной проем. Без уголка, без перемычки навесили. И показываю, как мы сделали уже нашу трубу с вент-каналами. Вот здесь идет вент-канал ванная, туалет. Здесь ставили вот такие картоночки, бумагу вниз положили, так как падает раствор. Видите, у меня очень много падает, так как там каналы швабрую, все заглаживаю. И летит сюда раствор в эти каналы. И чтобы потом не долбить, просто вот так вытащил бумагу с раствором и выкинул. Вот такая здесь труба. Смотрите, вот здесь я навесил. Хотел изначально навесить на 2 стороны по центру, чтобы было где-то по 2,5 сантиметра. Но не получилось так навесить, так как перекрываются вот эти каналы. Каналы немного режутся, поэтому навесил все в одну сторону, вот таким образом. И уже выложил трубу здесь в чердаке, вот так убежной штробой выложил. И наверху наметили, просверлили 4 точки перфоратором. Вот так поставили к углу уровень. И просверлили, потом сверху прорежется это болгаркой металл, и труба пойдет дальше уже. Будем ложить сверху, оттуда с крыши. Перегородку закончили. Вот так получилось. Сюда угнали вот эти кусочки пиленные в самый верх. Они тут уже будут под потолком. Здесь сделали вот такую вставочку из кирпича, из рядового кирпича. Сделали вставку для того, чтобы можно было повесить на кухне шкафы. Уже будет более надежно. Можно сюда засверлиться в кирпич и будет держать. Так как газосиликатный блок материал мягкий и не совсем надежный, а в кирпич уже засверлиться можно и повесить шкафы.
И вот такая получается кухня. Вот эту стену проложили. И после того, как будет готова труба, дом можно уже будет вводить в эксплуатацию, так как без вент-каналов, без вот этой трубы дом не вводят в эксплуатацию. Поэтому заказчику нужно срочно сделать вот эту трубу, чтобы ввести дом в эксплуатацию. И дальше кладем уже трубу с крыши. Вот такие подмости здесь сделал заказчик, мне подготовил. Тоже такие армянские леса. Такие же леса, которые я вам показывал. Вот так они подперты. Забито вроде нормально, глубоко. И вон там мне нужно будет стоять. Сейчас залезу и покажу вам. Такая лестница. Главное отсюда не упасть. И вот такой тут поселок. Строятся дома. Здесь еще поля вот под застройку. Продаются участки. И с той стороны также. Недалеко, вон там протекает речка. Вот здесь я стою пока, поднимаю трубу. Сейчас вот только вылез из-под металла, из-под крыши. Стоять не очень удобно. Вот таким образом стою. Кирпич поднимаю вон там снизу. И сейчас подниму еще немного вот так выше. И будем уже делать леса. Вот так приходится мне лазить. Будем уже делать, поднимать тут леса немножко по-другому, поудобней. А так вот класть очень неудобно. И все время надо вот так швабровать каналы перчаткой. Вот так проводить, чтобы раствор нигде не нависал, чтобы было все гладко, чтобы не было завихрений потом. А то когда если висит раствор, если его тут не проглаживать рукой, то уже когда будет идти тяга, потоки воздуха будут, то будет завихрение. Поэтому нужно швабровать каналы. Например, вот здесь вот он у меня торчит раствор. Вот так его разгладили, все. Можно сказать, как расшивка. И смотрите, уже вот песок летит вверх от раствора, то есть уже есть тяга. Итак, подняли мы леса повыше. Теперь вот так я стою. Опасная конструкция. Так желательно не повторять. Ну, поставили вон там поддон. Поддон расперли вот так досками, чтобы он не ушел ни туда, ни в эту сторону. Ну и здесь постелили доски, но теперь хотя бы я стою ровно. Так что будем еще продолжать класть трубу. Так, и смотрите, до конька еще я не достаю. Где-то мой рост и еще сантиметров 20 или 30. Ну, примерно 20 сантиметров еще до конька. То есть нужно будет или что-то еще здесь подкладывать выше, придумывать. Ну, можно трубу, конечно, чуть-чуть ниже конька, так как мы от конька находимся достаточно далеко. Ну, сейчас будем смотреть дальше уже там по ситуации. Вот такая труба. Небольшая. 3 канала всего. Размеры каналов
140 на 140, ну даже 145. Здесь еще будет вставляться труба, сюда оцинковка внутрь 120 должна пройти, так как тут с запасом вот 140 с половиной. Ну, эти каналы тоже. Пока трубы нет, можно было бы сразу вот ставить эти трубы, но придется потом засовывать. Главное, чтобы здесь все было гладко, затирать эти швы. Так что работаем дальше в таких вот условиях. Кирпича будем подавать сюда понемногу, чтобы не перегружать. Также еще раствор. И постепенно вот сам заказчик будет мне ставить потихонечку. Я буду класть. Фух, ребята, доделал я трубу. Высота, если вот так смотреть, сантиметров на 5 выше конька, если вот я бросаю вот глазом, ну или примерно вот под конек. Но конек от нас находится вот далеко, метра 3, даже больше 3 метров. Поэтому вот эта высота уже достаточно. И вот здесь я натерпелся немного. Смотрите, как тут стоял. Конечно, тут особо не придумаешь. Леса, ну так загородили по-быстрому. Вот. И кое-как доложил, достал. И получилась вот такая труба, ребята. Трубище. Еще она будет утепляться и обошьется металлом. И над дверью убрали доски. Блоки держат сами себя. То есть вот такая получилась перемычка без уголка, без перемычки. То есть сами себя держат. Но это можно делать на небольших проемах. Ну а наше видео подошло к концу. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. А мы едем на другой объект. Всем здоровья. Пока-пока.